Так, пошла запись. Приветик, привет, 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 кто меня смотрит на ютубе. Ну вот, вчера обещала вам не опаздывать, а сегодня взяла и опоздала. А сегодня я довязывала свой вырез, потому что, к сожалению, не успела я его связать вообще в течение дня. И получилось, что вот горловину обвязывала прямо сейчас перед эфиром. И мне как раз хватило получаса для того, чтобы связать полностью мои 16 рядочков. Сегодня мы с вами будем заканчивать обвязку горловины. Я покажу, как делать горловину с таким небольшим загибом. Закончим мы ее сшивать. Ну, там нужно кое-что подшить. Подвязать, я даже не знаю, как это правильно сказать, вам сейчас буду показывать. Вот, и, естественно, отвечу на ваши вопросы. Наташа из Киева, приветик, очень рада тебя видеть. Ну, видеть твою аватарку. Вот, и буду отвечать на ваши вопросы. Ого! Смотрите, что я в пряже только что нашла. Прям вот из середины клубочка. Это точно не мое, потому что... Ну, откуда, во-первых, у меня такое, какой-то сухой листик, а во-вторых, она прям вот там в серединке находилась, эта штучка. Вот, водолазка на вас тоже ваша работа? Не, это покупная. У меня настолько скучная жизнь пошла, что я даже не меняю одежду во время прямых эфиров. Вчера в этом, сегодня в этом. Ну ладно, я думаю, что у нас продолжение вчерашней темы, поэтому можно, я думаю, что можно, если я буду в одном и том же. Буду привлекать внимание таким оранжевым цветом. В общем, дело такое. Сейчас заканчиваем обвязку выреза, горловины. Я показываю, как ее обработать. Закончить обработку. Посмотрите на мою работу, которую вот у меня, которую я закончила вот как раз перед эфиром. И что еще? Отвечу на ваши вопросы, если они есть. К сожалению, я не успела домашние задания все проверить. Очень много срочно было. Я проверила несколько срочно. Вот, но буду, надеюсь, успею проверить все после прямого эфира, буду стараться. 424 сообщения, вот у меня сейчас я посмотрела. Не уверена, конечно, что я все проверю, но буду стараться. Жду, пока вы все присоединитесь. Вот, и завтра мы с вами будем сшивать изделия. Я надеюсь, опять-таки, что я успею довязать спинку, еще не начинала. Завтра у меня очень активный день, много всего, целая куча всего. И причем я приеду очень поздно вечером, возможно, даже опоздаю на эфир, но буду стараться как-то успевать. Не знаю, возьму с собой, буду вязать где-то в перерывах между делами. Завтра мы должны с вами сшить изделие. Если вдруг так получится, что я прям совсем ничего не успеваю, тогда будем сшивать в четверг. Не переживайте, успевают что-то, вот, возможно, вам там чуть-чуть осталось, но вы не успеете, не переживайте, я вам дам несколько денечков еще, то есть после 18 ноября дам вам еще время, чтобы вы довязали. Не переживайте, если вы что-то не успеваете, но в то же время не откладывайте сейчас, потому что я уверена, что сейчас некоторые девочки подумают: ой, если еще дадут время, то я поотдыхаю до воскресенья, а вот в понедельник начну довязывать. Вот так не надо делать, работайте сейчас, потому что, естественно, и мне меньше работы потом будет, и вам будет гораздо удобнее, если вы реально закончите до конца интенсива вашу работу. Задавайте вопросы, приветик, жду, когда будем сшивать. Вот, я тоже жду, потому что тоже хочу уже этот свитер носить. Под эфир, оказывается, вязать веселее. Начала вчера второй свитер, надеюсь, сегодня довязать спинку. Правильно, вот это очень правильно, всегда вам советую вязать под эфиры. Сашуль, привет, и скорее всего в этот раз сойду с дистанции, только начала спинку. Вот, кстати, по поводу сойти с дистанции, есть у меня такие девочки, да, в каждом интенсиве, которые мне где-то на середине второй недели начинают писать: Саша, я не успеваю, поэтому я схожу с дистанции. Домашние задания вам присылать больше не буду и точно не успею. Вот это вы зря делаете, и Даша, тебе тоже говорю. Пока не закончился интенсив, не старайтесь сойти с дистанции. Пока идет работа, пока можно присылать домашние задания, пока идут эфиры, вяжите. Вяжите потихоньку, пусть вы не успеваете выполнять домашки, пусть вам кажется, что вы свитер весь не успеете, но вполне может быть, что вы так разовьете
свою скорость, что вы к концу интенсива успеете связать ваши изделия. Не расслабляйтесь вот в середине интенсива, потому что пока он идет, старайтесь по максимуму. Вот уже в воскресенье вечером, тогда уже, ну, как бы решайте, сходить вам с дистанции или нет. Но пока еще целая неделя впереди, а я считаю, что целая неделя точно впереди, потому что сегодня вторник только, и у вас минимум 5 дней точно есть. За 5 дней можно связать свитер с нуля. За 3 дня можно связать свитер с нуля. Поэтому совершенно спокойно продолжайте вязать. Я считаю, что сейчас самое главное вязать регулярно, но спокойно, не торопиться, не переживать, не дергаться, как я сейчас делала, дергаясь, переживая. Это вот моя такая особенность. Я не могу спокойно, если я опаздываю, если я нервничаю, спокойно не могу. Начинаю очень быстро, активно все делать, и вот не делайте так. То есть вяжите спокойно, вяжите расслабленно, постарайтесь не думать о том, что вы не успеваете, но в то же время вяжите регулярно, чтобы ваше вязание сейчас было всегда с собой. Уехали куда-то, вязание в сумочке. Сидите дома, готовите кушать, вязание у вас где-то там на диване лежит. Ребенок занимается, делает уроки, вы параллельно вяжете. У меня есть девочки, которые умеют читать книги вслух своим детям и вязать. Это не значит, что вам сейчас нужно вязать 24 часа в сутки. Но не упускайте ни одной свободной минутки. Вот даже минутка может сыграть роль, потому что вот так минутка наберется у вас за день, может, штук 15, а за 6 дней у вас их наберется уже пару часов. И, возможно, вот эти пару часов вам как раз дадут довязать горловину или, возможно, там сшить изделие, потому что за пару часов вы изделие сошьете. И как раз, возможно, вот этих пару часов вам потом не хватит. Поэтому сейчас старайтесь догонять активно, вяжите, но не напрягаясь. Не надо вот этого нервозности какой-то, что вот вы прям вот вся из себя вы выводите, выходите вся из себя, выводите всех вокруг, потому что вы не успеваете. Вот этого не надо. Спокойно, но регулярно. Это важно. Так, я много болтаю опять. Сейчас начнем доделывать горловину. Я переверну камеру. Жду ваши вопросы, если они есть. Серьезно, еще будет запас дней. Я рада, но не буду сочковать. Саш, да, будет запас дней. Я, в принципе, его всегда даю. Я не могу как-то так, знаете, слишком строго. Плюс ко всему у нас все интенсивы 4 недели, вот все последние интенсивы. А этот интенсив 3 недели и свитер оверсайз, то есть много петель, много рядов. И я думаю, что нужно вам дать несколько денечков, но буду все-таки смотреть. То есть, если вы начнете вязать в понедельник и за 3 дня свяжете, то, ну, это будет нечестно, неправильно. Мне кажется, что я буду смотреть на то, какой объем работы у вас уже выполнен на момент воскресенья. И буду разрешать продолжать вязать тем, кому действительно осталось вот немножко. Те, у кого не готова вперед и спинка, мне кажется, что ну, за 3 дня это тоже слишком халтурно получится, если вы 3 недели ничего не делали, я имею в виду в вязании. Я понимаю, что вы могли переделать миллион дел своих каких-то личных, но я про вязание говорю. 3 недели ничего не делали по поводу вязания, а потом за 3 дня мне связали готовый свитер. Причем за 3 дня, который уже не входит в интенсив. Вот это будет неправильно. Так что буду смотреть еще на вашу успеваемость. Обязательно скидывайте мне то, что у вас уже есть, чтобы я видела, что работа идет. Кардиган оверсайз уже вязали в эфире, я просто новенькая у вас. По нашему свитеру оверсайз или по платью оверсайз можно связать кардиган оверсайз. Также мы вязали кардиган регланом, тоже можно по этому кардигану связать себе оверсайз. То есть просто добавляете больше сантиметров, и у вас получится, ну, самый настоящий оверсайз. Здравствуйте, Саша, сколько нужно пряжи на такой свитер, как вы вяжете? Ну вот, я вяжу свитер, у меня 500 грамм, я надеюсь, что мне хватит. Возможно, не хватит. Все-таки советую для оверсайза брать грамм 600. Вот сейчас вяжу вот из этой пряжи свитер, у меня 400 грамм ее, и мне кажется, что она останется даже. Так, не, я буду стараться стопудово. Правильно, девочки, правильно. Оля, приветик. Ольга Зарубайка, тоже вам привет. Добрый вечер, у меня получился чехол для танка. В смысле, слишком широкий? В чем причина, вы выяснили?
Тоже не люблю опаздывать, значит, я тоже успеваю, только рукава начала. Вот, если вы начали рукава вязать, значит, вы успеете. О, я читаю деткам и вяжу. Оля, вот, да, у меня тоже была такая девочка. Привет, Сашенька и девочки. Уже сшиваю свитерок, правда, пришлось перевязать рукава, но зато я очень рада, что хватило ниток. Наташа, жду фотографию, ты помнишь. Саша и девочки, добрый вечер, приветик. Как вы сохраняете зрение? Тьфу-тьфу-тьфу. Со зрением у меня пока все в порядке, и я, ну, не жалуюсь. Вот даже когда мы водительскую, медкомиссию на водительское удостоверение проходили, у меня, ну, прям идеальное зрение. Так что пока все нормально. Мне кажется, что это чисто какое-то, не знаю, генетическое, природное, не знаю даже, как это объяснить, потому что есть люди, которым, ну, там, достаточно просто часто читать книги, и у них уже будет зрение садиться, а я из-за вязания, и за компьютером, и за телефоном, и вроде вот все нормально. Ну, ладно, приступим. Будем, давайте покажу пока издалека, вот что у меня получилось с моей горловиной. Это у меня двойная она, то есть я ее буду загибать, но посмотрите, можно и так оставить. Очень круто получается, мне кажется, что прям вообще супер. Такой какой-то свитер вот с такой вот высокой горловиной из этой пряжи, ну вот прям, я не знаю, мне очень нравится, очень круто. Но мы будем все-таки заканчивать то, что мы задумали изначально, тем более мне нужно вам это показать. Мы будем эту горловину подгибать и подшивать к изнаночной стороне. У нас будет она вот такая двойная, и с изнанки будем ее подшивать. Сейчас будем вместе это делать. Так, что-то у меня тут как-то не держится телефон. Так, очень красивый свитерок, пряжа красивая. Да, пряжа красивая, но, к сожалению, в ней мало натурального. Можно даже сказать, вообще нет, потому что там вискоза в основном. Но кто-то считает вискозу натуральной, кто-то нет. Сейчас вам так поверну, чтобы было видно, чтобы комментарии не мешали. Но мне вискоза нравится, поэтому я ее купила. Посмотрим, как она будет себя в носке вести. Но мне кажется, она будет все-таки кошлатиться, потому что... Так, это спинка. Потому что ворсистая очень, и, ну, что-то я сомневаюсь, что она себя будет хорошо вести. Так, я сегодня больше 2 часов перешивала плечевые швы, не понимала, почему криво, пока не услышала, что если резинка, у меня косы резинкой 2,1, то смещается шов на полпетли, столько времени зря убила. Да, вот здесь всегда на полпетли смещается шов, и здесь тоже, просто лицевая гладь незаметна, а вообще, да, конечно же, все смещается, потому что у нас две половинки, они вот верхушечками соединяются. Если бы мы сшивали одно изделие, которое связано вот так, и второе, которое связано вот так. Если бы мы вот так сшивали, тогда все совпадет. Но когда мы сшиваем вот так, то на полпетли идет смещение. Так, вот эту контрастную нить я не отрезала. Она мне потом пригодится, ничего страшного, я думаю, что она мне не помешает. Также рабочую свою нить я не отрезала, и вы ее тоже не отрезаете. Сейчас я тут распутаю, потому что у меня тут куча всяких ниток. Я их же, помните, оставляю длинными, чтобы потом удобно было сшивать. И пока вязала вырез, не следила за этими нитками, у меня тут все попуталось. Вот, смотрите, я, как видите, не знаю, видно вам или нет, я вчера вам рассказывала, как правильно сделать расчеты на эту горловину. Вот, я сначала начала вязать на спицах 5 миллиметров, потом перешла на 4,5, на 4, на 3 миллиметра, потом снова 4, 4,5 и закончила 5 миллиметров спицами, вот. Ну и вот если вы заметите, то тут к центру петельки мельче за счет того, что спицы были тоньше. И вот в эта серединка, которая у нас будет как раз на верхушечке, она будет немножко присобрана, и наша горловина не будет такой слишком растянутой. Вот за счет этих маленьких спиц создается аккуратный вид у горловины. Вот это я все связала. Тут у меня 16 рядов, в 2 раза больше рядов, чем мне нужно для... чем мне нужно для высоты моей горловины. Я запланировала горловину 4 сантиметра. Вот она у меня так подогнется и будет вот такой. Так, сейчас я почитаю, что вы пишете, и...
И начнем. Тут очень легко, очень быстро. Нам что понадобится? Нам понадобится вот видеть петли вот эти из контрастной нити, которые у нас выглядывают. Будет вам видно или нет, не знаю. Нам понадобится крючок. Свой крючок, которым я привыкла вязать, скажу честно, вот сейчас перед эфиром почему-то не нашла на своем месте. Я не знаю, я писала в Телеграм, я как-то потеряла вот эту спинку потеряла и вот эту пряжу потеряла, но нашлась. Теперь крючок не могу найти. Не знаю, честно говоря, где он может быть, потому что я всегда кладу его в одно и то же место. В общем, нашла какой-то совсем старенький, не обращайте внимания, он прям совсем какой-то пластмассовый, как будто это еще, не знаю, бабушка, наверное, им вязала. Буду им вязать, ничего страшного, главное, подберите крючок, который соответствует толщине вашей нити. У меня не соответствует, но ничего страшного. Так, читаю, что вы пишете. И начну сшивать. Я третий раз перевязываю вперед, то там споткнусь, то там, но все равно вязать буду и надеюсь успеть. Вяжите, вяжите. Тоже люблю читать и вязать. Вот, а зрение как у вас? Мне тоже осталось сшить, но я раньше сшивала крючком, хочу попробовать вашим способом. Хорошо. Саша, вы делаете какую-нибудь разминку для рук? Нет, не делаю, девочки, разминку для рук. Сегодня мы будем вот горловину заканчивать. Так, вот Ира пишет, у которой широко, слишком широко, образец перемерила, все ок, наверное, буду все распускать. А может быть, просто посмотреть другим глазом на этот свитер? Может быть, как раз он вам понравится именно таким широким, прям вот совсем-совсем оверсайз? Так, очень красивый свитерок, пряжа красивая, спасибо. Красивый, он еще с добавкой светлой. Ну, он такой типа меланжевый, да. Тут вискоза светлая ниточка, а акрил вот этот пушистый, который будет 100% скатываться, синенький, он синего такого темного цвета. Так, что-то упустила, был же другой свитер. Да, мой свитер вот этот другой, он есть. Я буду на нем показывать сшивание. На этом свитере я показываю вот такую горловину с загибкой. Так, да, на этом свитере Саша показывает горловину. Дай бог вам здоровья и терпения, много-много сил, вы все так от души бесплатно, большое спасибо. И вам тоже спасибо. У Александры, наверное, китайцы спрятаны по углам вяжут. Да ну, девочки, вы что? Если б так было, я бы вязала ого-го сколько всего. К сожалению, вяжу очень мало, очень мало. Свитер красивый твой, спасибо. Очень быстро Саша вяжет. Практика наша все. Да, вот это с этим согласна, что если будете вязать часто, скорость будете набирать. Ну что, давайте найдем вот начало нашей горловины. Нитку я не отрезаю, мы сейчас будем ей пользоваться дальше. Так, как бы сейчас мне это все дело перевернуть? Переворачиваем вот началом к себе, чтобы ниточка, кончик нити был к себе. И я разворачиваю вот так изнанкой. Можно вывернуть наизнанку, но мне удобно сшивать справа налево. Вот я буду двигаться справа налево, поэтому вот так вот справа налево и буду продолжать сшивание, не буду ничего выворачивать. Берем мы ниточку, которой мы будем дальше сшивать. Нам что здесь нужно? Какая у нас задача? Вот эти петли мы не закрываем, они у нас открытые. Эти петли мы должны привязать с помощью крючка и вот этой нити к изнаночной стороне. Вот так. Где у нас проходит контрастная нить, там мы и будем сейчас их привязывать. И привязать мы должны по всей горловине так, чтобы у нас был аккуратный вид. Очень аккуратный, чтобы у нас не было видно вот этих всех петелек, которые у нас относятся к кромочным. Вот, например, у нас тут мы добирали какие-то петельки. То есть, чтобы это все спрятать, мы должны будем не вот до этих петелек сшивать, а за ними, вот здесь, вот тут будем все это дело сшивать. Для этого нам нужна была контрастная нить, чтобы сейчас хорошенько видеть те петельки, за которые мы будем цеплять наш крючок. Вот эти все петельки у нас видны, за них мы цеплять крючок и будем. И плюс их количество равно количеству петель на спице, потому что когда мы петельки вот здесь набирали по краю горловины, мы после каждой петельки контрастную нить перекручивали с основной нитью. Так,
Давайте начнем. Я беру вот эту свою, продолжаю вязать рабочей нитью, не переворачиваю вот так, то есть не иду в обратную сторону, а иду дальше по кругу. Как вяжу, так и иду. Подхватываю я свою первую петельку на спице, которая вот у меня слева, крючком. И дальше ищу такую же петельку, но вот которая у меня с контрастной нитью связана. Вот у меня дорожка из лицевой петельки, перехожу я сюда, и вот что я вижу, сейчас, подождите, запуталась. Перехожу я сюда, и что я вижу? Вот моя петелька, за которую я буду цеплять первый раз. Вот она у меня контрастной нитью обозначена, но к тому же тут очень удобно то, что здесь у нас конец нити. Вот там, где конец, там у нас и первая петля. Захватила я одну рабочую петельку со спицы. Дальше подхватываю я петельку, которая у нас отмечена контрастной нитью. Контрастную нить не подхватывайте. Вот просто крючком захватила. Беру свою рабочую нить, где она у меня там, вот она, рабочую нить, и просто провязываю вот обычную цепочку, как из воздушных петель мы вяжем, провязываю крючком эту ниточку. Готово. Дальше подхватываю следующую нить, следующую петельку на спице левой, подхватила, переворачиваю, смотрю, где у меня следующая петля, вот она у меня, я ее хорошо вижу, подхватываю ее тоже крючком, и теперь у меня на крючке 3 уже петельки. Петля, которую мы только что связали, петля со спицы и петля с изнаночной стороны. Я беру нить и просто протягиваю ее сквозь эти 3 петельки. Протянула. Вот у меня теперь еще одна новая петля появилась. Дальше снова подхватываю петлю на спице, переворачиваю на изнаночную сторону. Вот только что я отсюда подхватывала, теперь следующую подхватываю. Главное, чтобы контрастная нить не была захваченная, потом просто ее будет тяжело вытаскивать. Вот, подхватили, 3 петельки у меня на крючке и выворачиваю, то есть вытягиваю свою ниточку сквозь эти 3 петельки. Вытянула. Так, дальше подхватываю еще одну со спицы, переворачиваю на изнанке, подхватываю следующую свою вот здесь, которая контрастной нитью обозначена. У меня крючок пластмассовый, он очень плохо скользит, поэтому я просто пальцем помогаю. Вот у меня 3 нити на крючке, 3 петельки, и вывожу свою нить сквозь эти 3 петли. Вот у нас получается, уже хорошо видно, дорожка из лицевых петелек, и уже начинает наш горловинка закручиваться. Так, Александра, как вы пряжу Париж соединяете? Париж я вяжу только со швами, и там все ниточки прячу в шов. Так, я барышня пышная, совсем оверсайз, думаю, будет точно как на танке. Тогда, наверное, лучше перевязать. Так, как вы будете заканчивать, вот показываю. Снова подхватываю на спице, переворачиваю на изнаночную сторону, подхватываю следующую. Вот у меня хорошо видна вот эта следующая петелька. Крючок у меня очень плохо скользит, поэтому помогаю просто себе пальцем. Что ж поделать. Вот, 3 у меня петельки на крючке, подхватываю нить и протягиваю. Дальше подхватываю следующую, снова здесь подхватываю, не захватывая контрастную нить, чтобы потом было удобнее ее вытаскивать. 3 петельки на крючке, вывожу свою нить, провязываю. Ну вот, здесь уже хорошо видна вот эта дорожка из лицевых петелек, она у нас так будет на изнаночной стороне. Снова подхватываю на спице, переворачиваю, подхватываю здесь следующую петельку. Так, 3 петли на спице и протягиваю свою ниточку. Снова подхватываю здесь. Дальше с изнаночной стороны, ну вот, хорошо видно, вот моя следующая петелька. В нее вставляю крючок. 3 петельки на крючке и вывожу свою нить. Подхватываю со спицы. Дальше на изнаночной стороне. Сейчас посмотрим, что у нас получается в целом. 3 петли на спице, вывожу нить вот так. Понятно ли это, девочки? Давайте посмотрим, что получается. Чуть посильнее вытяну. Вот смотрите, с лицевой стороны у нас идет как раз
край загибается. Вот прям у нас такая, знаете, ну, не знаю, полая получается резинка, хотя, ну, мы ее вязали не полой, вязали просто прямо вверх. И с изнаночной стороны вот здесь вот получается такая косичка, которая очень аккуратно выглядит. Вот у нас здесь так, очень аккуратно выглядит. И все самое некрасивое, что у нас было при вязании нашей горловины, мы спрятали вот как раз вовнутрь вот этой полой резинки. Продолжаем так вязать, и у нас как раз по кругу пойдет вот такая вот косичка красивая, с лицевой стороны будет загибаться наша резиночка, и все будет аккуратно. Давайте я дальше еще провяжу, потому что хочу побольше показать. Вы пока пишите свои вопросики, какие они у вас там есть. Так, понятно, все понятно, отлично. Вот я подхватываю, так, мне это сейчас будет спица мешать. Подхватываю на спицы петельку, дальше ищу с изнаночной стороны, вот она у меня следующая. Вставляю крючок, проверяю, чтобы было 3 петельки на крючке, и нить вывожу сквозь эти 3 петельки. Снова подхватываю. Вот эту, кстати, петельку, которая на спице, мы подхватываем как при вязании классическим способом, вот так за переднюю стенку. Если подхватите вот так, то у вас петелька получится скрещенная, это будет заметно. Где будет заметно? Заметно это будет вот здесь. Вот у нас вот эта вот дорожка из лицевых петелек, да, вот таких вот красивых елочкой. И вот тут у вас будут петельки скрещены, это будет заметно. Поэтому подхватываем, как при вязании классическим способом. Переворачиваем, подхватываем дальше здесь петельку. Не знаю, хорошо ли вам видно изнаночную сторону, но я думаю, что вы разберетесь, потому что подхватывать нужно как раз те синие, вот в моем случае синие ниточки, которые обозначены контрастной нитью. Думаю, что там тяжело будет ошибиться. Так, дальше. Можно без контрастной нити это все изначально провязывать. Можно просто набрать петли и потом просто подхватывать здесь какие-то петельки, ну вот наобум просто, либо внимательно следить, чтобы это было аккуратно. И получится то же самое. Но советую с контрастной нитью начинать это делать, если вы первый раз, тем более, чтобы было это аккуратно. Хотя в целом с контрастной нитью гораздо удобнее. Сидишь себе и не паришься, где там что подхватить, потому что все уже очень хорошо видно. Тут тоже сильно не перетягивайте вот этим крючком петельки. Почему говорю, подберите крючок под вашу пряжу, чтобы не затягивался у вас вот этот край, чтобы у вас потом голова пролезла, потому что можно так сильно затянуть, что, ну, не пролезет голова элементарно. Так, вот что делать. Хотела стойкой и сомневалась по поводу этого рулика, а тут такая красота. А, красиво, правда. Это выглядит как-то, ну, как будто полая резинка, но с таким секретиком. Можно в целом то же самое делать и с ложной кетлевкой, то есть как начинать вот здесь ложную кетлевку аккуратную, красивую, там с изнаночного ряда, там полую резиночку провязать, потом еще раз провязать, загнуть и точно так же подшить. Ну, то есть вариантов может быть очень много, сколько захотите, столько придумывайте. Я показываю просто самое такое элементарное. То есть таким способом можно все что угодно подшивать. Но как бы тут, начало, да, у нас с контрастной нитью, оно как в ложной кетлёвке. Вот, давайте еще раз, как-то не видно, мне кажется. У меня тут еще и плечо. Ну вот, вот так выглядит с лицевой стороны. Просто такой загибчик. А с изнаночной стороны вот так, крючок, не падай. С изнаночной стороны, что ж у меня тут все так непонятно? Вам, мне кажется, вам ничего не видно. С изнаночной стороны это выглядит вот так. То есть просто косичка из лицевых петелек, такая вот дорожка, и пошла дальше резиночка. И тут тоже все красиво с этой стороны, естественно. Тут все спрятано, все спрятано. Начали мы с плеча, ну правильно. А, вот у меня, вот сейчас вот так покажу. У меня вот как раз, смотрите,
вот это пошла лицевая сторона, и вот такой будет объемный, этот вырез объемный получается. Он не будет у вас вот так это будет выглядеть. Он не будет у вас каким-то маленьким, плоским, он реально будет выглядеть объемно. Ну вот так получается. Так, красота, супер, уже хочу 3 свитера. Я тоже, видите, здесь такую сделала резинку, там вообще у меня будет V-образный вырез без резинки. Саша, если твой муж не против, может тоже иногда в интенсиве участвовать в данный момент, чтобы камеру поближе держать для большего увеличения. Так все понятно. А если я ближе камеру поверну, то на ютубе будет не видно, потому что на ютубе камера тут такая с секретиком, чем дальше она расположена, тем лучше фокус. Вот, но так как у меня все на одной стойке сейчас находится, я не могу двигать камеру прямого эфира. Вот. А так не хочу привлекать Сашу своего, потому что и так он очень во многом привлечен. Я вообще считаю, что он золотой человек, что он мне позволяет проводить интенсивы в ущерб, можно сказать, нашей семье, потому что если идет интенсив, то, как правило, кушаем мы что-то очень легкое и очень быстрое. Вечерами я сижу, проверяю домашние задания вместо того, чтобы проводить время с ним, например. Утром я тоже просыпаюсь, хватаю телефон, стараюсь быстро проверить домашние задания вместо того, чтобы приготовить какой-то вкусный завтрак или там еще что-то, не знаю. Едем мы в транспорте, я всегда смотрю, как там ваши домашние задания, хотя проверяю очень мало в транспорте, потому что, ну, плохой интернет бывает, и меня бесит, когда не открываются картинки. Поэтому Сашу не хочу трогать, я и так ему очень благодарна за то, что он совершенно спокойно и, знаете, с такой огромной, большой поддержкой, ну вот, стимулирует меня дальше проводить эти интенсивы. Так что пусть сидит себе тихонечко сейчас, он там фотографии обрабатывает, занимается полезным делом. Да, крючок у меня. Я как всегда, в общем, у меня в эфире постоянно что-то да не то. Так, вот моя следующая петелька, подхватываю ее. Вот. Так, с косами и теми и разными горловинами. Да, с косами и разными горловинами, я поняла, да-да-да. Я тоже хочу, девочки, меня всегда интенсив вдохновляет. Очень вдохновляют ваши работы, когда вы скидываете готовые, все, я сразу себе кучу идей придумываю, мне тоже хочется и такого цвета, и с таким узором, и из такой пряжи, может быть, и может быть там какая-нибудь, знаете, девочки есть такие, которые придумывают какие-то изюминки, добавляют свои изделия, и вот прям очень нравится мне, хочется тоже себе такое. Но не все могу вязать. Вот кто-то говорит, что вяжу очень быстро, но, к сожалению, мои идеи, 90% идей просто лежат мертвым грузом, потому что не успеваю. Так, вот что у нас получается. Так, все видно, Саша, супер. Какая ты преданная, Александра, спасибо огромное. Не за что. Девочки, делаю то, что нравится. Если б мне это не нравилось, я бы, наверное, уже с ума сошла, поэтому делаю то, что нравится. Так, муж молодец, побольше бы таких, и вязальщиц больше бы было. Да, вот насчет этого тоже согласна, что многие мужья... Не многие, я статистику-то не проводила, но есть мужья, которые запрещают вязать, или которые там кривятся, когда там девушка сидит вяжет, или которые намекают, что слишком много тратишь денег на покупку пряжи, давай-ка поменьше, лучше что-нибудь купим в дом. Да, поэтому я очень рада, что мне так повезло. Хотя, опять-таки, про везение, я считаю, что каждый человек получает то, что... Именно я по поводу мужчин говорю. Получает то, что заслужил. То есть, если что-то в мужчине вам не нравится, скорее всего, вам самой нужно исправляться и что-то как-то в себе менять, что-то решать. Хочу еще провязать, хотя мне кажется, что вам я уже наскучила с этим вязанием. Может быть, перевернуть камеру, немножко повязать. Ну вот что получается, вот. Вот здесь из-за того, что спица, из-за спицы у меня топорщится. Если б спицы не было, как-то ее надо убрать. Вот так, вот.
Вот, видите, она, ага, все равно вот тут мешает спица. Вот так. Так, подобрать размер крючка — это прям миссия невыполнима для меня. Аню, для меня тоже. У меня есть крючок дома толстый и тонкий, и вот этот какой-то нашла еще затерявшийся. Толстый я не знаю, какого у меня диаметра, потому что вот потеряла его, не знаю где. А тонкий вот этот, вот он у меня тут лежит рядышком. Тут у меня единичка и двоечка. Но вот этот тонкий, к сожалению, я нигде не использую. Мы его использовали только когда ремонтировали там кран в ванной. Им было удобно подцеплять там какую-то резиновую прокладочку и вытаскивать ее из крана, а так я им не пользуюсь. В основном пользуюсь тем, который я вот почему-то куда-то засунула. Поэтому для меня тоже миссия невыполнимая, я все делаю одним крючком. Давайте, что это у меня еще тут? А, это вот эта контрастная нить, какой-то бугор. Давайте я поменяю камеру, еще отвечу на ваши вопросы, если они уже есть, и немножко еще повяжу, покажу потом, возможно, готовый результат, какой будет. Потому что мне кажется, что вам скучно, когда одно и то же, какая-то монотонная работа непонятная. Так, как будет оформлена горловина на спинке вашего первого свитера? Никак не будет оформлена, она у меня просто, там просто закрываются петли по прямой, спинку я еще не связала. Просто закрою петли по прямой и все, и будет она у меня полностью готова. Да, по спине будет ровно. Саша, тебе не повезло, ты заслужила. Вот, ты уже сказала, как только я отправила. Вот, я тоже так считаю, Аня. У нас тоже, видимо, по этому вопросу сходится с тобой мнение. Так, читаем. У меня не против, а вот дети не разделяют мое творчество. А детям сколько лет? Если они маленькие, то понятно, хочется внимания. Так, муж отзеркаливает, да. И мы точно так же отзеркаливаем его поведение. Ну, то есть тут, знаете, как бы, если что-то не нравится в партнере, значит, надо заниматься собой. Я сегодня выгуляла свой свитер, хотя еще домашки не все сдала, но вы молодец, Аня. Завтра сдам и фото сделаю. Давайте, жду, очень жду. Очень жду. Сейчас я тут подтяну, мне немножко неудобно теперь. Слушала про вашего Александра и своего мужа сразу представила. Я тоже говорю, что он у меня золотой человек, работаю воспитателем и живу на работе, а он терпеливо ждет меня с детками дома. Да, конечно, это очень-очень-очень приятно, когда поддержка есть со стороны мужа, и неважно, вот я недавно писала пост об этом, неважно, какое там дело, что вы задумали, какая у вас работа, круто, когда поддержка. Нет, не скучно вас слушать до подвязания одно удовольствие. Татьяна, спасибо. Привет. Немного отвлеклась, а тут уже о мужчинах разговор. Да, мы любим эти темы. Иногда бывает, обсуждаем с девочками в эфире. Ну вот, что-то как-то я поменяла положение рук, и теперь мне не так удобно, как было перед камерой, когда я вязала. Стараюсь не захватывать контрастную нить, поэтому иногда у меня очень долго получается. Но зато точно будет аккуратно, 100%. Так, что у меня там с домашками? Ну, вроде не сильно увеличивается количество сообщений. Я буду стараться их проверить сегодня, не обещаю, хотя завтра мне не надо рано вставать, но все равно, зато вторая половина дня будет очень загруженная. Так, если у вас какие-то вопросы, пишите. Если вопросов нет, то мы, в принципе, можем эфир заканчивать, потому что я вот сейчас хочу вырез довязать этот в любом случае, а потом примусь ваши домашние задания проверять. Сегодня еще, кстати, на ютубе как-то камера слишком близко. Непонятно почему. Так, я тоже слушаю про вязание. Подвязание. Шапку вяжу.
Про свитер вопрос задала в Телеграме, жду ответ. Не берусь пока за горловину. Сегодня планируешь проверять ДЗ? Вот, Ань, сегодня ты только напишешь, я как раз в это время отвечаю на этот вопрос. Да, вот сегодня планирую, потому что завтра я точно не смогу осилить столько. Мне важно сегодня проверить. Завтра уж лучше пусть будет день посвободнее. Ну, посвободнее от домашек. Для чего нужна контрастная нить? Контрастная нить нужна для того, чтобы вы видели с изнаночной стороны петельки ровно в том месте, в котором вы их набирали с лицевой стороны, чтобы у вас полностью было как бы зеркальное отражение вашей лицевой стороны с изнаночной. Когда вы набираете петли с лицевой стороны, подхватывая контрастную нить, тем самым на изнанке контрастной нитью вы как бы рисуете кружок, точно который такой же круг, который совпадает с вашей горловиной с лицевой стороны. И когда вы потом будете вот так крючком обвязывать, у вас будет один в один совпадать горловина с лицевой стороны, и вот с изнаночной стороны вы именно в этом же месте будете цеплять крючком ваши петельки. То есть горловина будет идеально ровная и с лицевой, и с изнаночной стороны. Потому что когда вы с лицевой стороны набираете петельки, вы видите лицо, и вы набираете именно в том месте, чтобы было красиво, правильно? То есть, ну, понятное дело, что вы где-то, например, вот здесь петли набирать не будете, вы будете набирать с самого-самого краешку. А с изнаночной стороны можно запутаться, хотя можно и без контрастной нити это делать, но с ней проще. Вот сейчас, например, я с вами разговариваю, подхватываю петельки и вообще даже не смотрю на спинку, что там где, потому что контрастной нитью у меня уже отмечена та петля, которую мне нужно захватить. Всем добрый вечер, не успела, буду в записи смотреть. Добрый вечер, еще у нас есть 20 минуточек. Приветик, Екатерина. Сшиваю рукава, потом ВТО. Ура! Мне надо ВТО сделать рукавов тоже, я еще не делала. Я планирую, что они у меня завтра будут уже сухими. Я положу поближе к батарее, не на батарею кладем, да, а просто вот так в районе батареи. Ну, то есть я там стелю полотенце не прям под нее, а просто так рядышком с батареей стелю полотенце и выкладываю на полотенце свою деталь, свое вязаное изделие, да. Пойду посмотрю про сшивание. Да, видео про сшивание у меня тоже много, поэтому можете не ждать завтра, послезавтра, а уже посмотреть то, что у меня есть на моем канале. Платье оверсайз мы сшивали, свитер с вточным рукавом мы сшивали. Что там еще мы сшивали? Летнее платье мы не сшивали, да, летнее. Я еще связала, еще ни разу не надевала, к сожалению. Запишите эфир. Эфир всегда записываю обязательно. Плюс запись прямого эфира в бесконечном бесплатном доступе будет храниться на YouTube-канале моем. Активная ссылка на мой канал в описании моего профиля. Вы можете туда перейти, просто посмотреть плейлист. Вот сейчас, на данный момент, мы вяжем свитер оверсайз. Плейлист так называется. Вы его открываете, и там все видео, которые вот в процессе нашего интенсива были сняты, они там все есть в бесплатном доступе. Секретов я не храню. Так, Саша, когда будем обсуждать результаты интенсива? Ну вот я вам, скорее всего, дам еще какое-то время на завершение вашей работы, то есть это будет не 19-го, это будет чуть позже. Дам какое-то время на завершение вашей работы, и вот в течение, наверное, следующей недели, может быть, там в конце, может быть, даже аж через неделю, прям вот в понедельник, там какое-то уже будет прям совсем последние числа ноября. Может быть, когда-то тогда это будет, вот 26-го, например. Ой, 26-го. Очень сильно переживаю по поводу экзаменов. И прям эти мне числа, я прям календарь открываю, все, у меня начинает сразу трусить от страха. Еще я очень хочу, чтобы до дня рождения у меня все получилось, чтобы я все сдала, чтобы на день рождения я уже была расслабленная. Ну, с другой стороны, если не сдам с первого раза, ладно, ничего страшного. Сдам со второго, не сдам со второго, сдам с третьего. Правильно, чё расстраиваться? Главное, что я научилась водить, и мне уже не страшно выезжать в город.
А водительское удостоверение получу обязательно. Так что вот где-то или на следующей неделе, или 26-го, крайний срок. Вот так где-то. И еще, помните, да, у нас же есть спонсоры в нашем интенсиве, у нас будут подарки. Подарки от спонсоров и еще обмен подарками у вас же будет, у девочек среди участниц интенсива. Ну, это Анжелика вам расскажет в чате. Кто сидит в чате, тот, я думаю, поймет, увидит. А вот, не могу подхватить, представляете? А вот спонсоры у нас есть, которые дарят свои подарки участницам интенсива, тем, которые закончили вязание в срок, которые успели связать за 3 недели, ну, 3 недели с хвостиком, да, будем считать, свой свитерок. И вот они будут участвовать в розыгрыше подарков от спонсоров. У нас около 10 спонсоров, по-моему, их даже прям 10, я не помню. Надо посмотреть у себя в тетрадочке. Вот, подарки там самые разные, мне кажется, что это очень клево, очень интересно, поэтому еще для вас одна будет цель дополнительная, довязать свитер не только для того, чтобы у вас был готовый свитер и сертификат от меня о прохождении интенсива, а еще и возможность выиграть какой-нибудь клевенький подарочек. Ну, розыгрыш подарков у нас будет, скорее всего, уже вот прям в последнюю неделю ноября, мне кажется, чтобы мы уже полностью закончили всю работу, чтобы я сертификаты там, ну, даже если не выдам, то хотя бы я записала там номерки, у кого какой номер, какой сертификат, сколько их штук. Ну вот, следите, в общем, за информацией в закрытом профиле Инстаграм. Я там еще публикую разную информацию по поводу спонсоров, какой спонсор какой подарочек дарит. Также расскажу, когда будет проходить этот розыгрыш. Ну вот, пока не могу сказать, потому что нужно закончить работу. Так. Когда экзамены? Экзамены не знаю, когда девочки еще ГИБДД не вывесили расписание. Ну вот, скорее всего, будет известно уже ближе к концу ноября. У нас экзамены в первую неделю декабря. Вот 4, 5, 6, 7, 8, скорее всего, вот в эти дни будет экзамен. 8 декабря у меня день рождения. Если поставят экзамен на день рождения, ну, ничего страшного, даже интересно будет. Хотя, конечно, хочется до дня рождения все сдать, чем быстрее, тем лучше. А пробный теоретический экзамен у нас в автошколе будет 19-го, через неделю. У нас осталось уже одно занятие теоретическое в четверг, и все. И мы закончили. Аж не верится, девочки. Только вот совсем недавно мы с Сашей, ну, вернее, Саша обзванивал автошколу, узнавал там что, как, где. Только вот совсем недавно вроде мы пришли в нашу автошколу, это было лето, жарко, чтобы написать заявление. Написали заявление, только вроде как обсуждали, как эту медкомиссию пройти, только вроде бегали, проходили эту медкомиссию. Ой-ой-ой, петельки слетели. А тут уже все, конец. Очень быстро время пролетело. На день рождения что будете делать? На день рождения в этом году я ничего не планирую такого, там, не знаю, обычно мы уезжаем на мой день рождения куда-нибудь с Сашей вдвоем, но в этом году ничего не планирую, потому что я боюсь, вдруг будет экзамен на мой день рождения, а я там, не знаю, забронировала номер в отеле, поэтому уж лучше я потерплю, и день рождения, не знаю, как-нибудь тихонько отмечу, потом, если что, после дня рождения куда-нибудь поехать, отметить уже получение водительского удостоверения. Размечталась я, короче. Теорию не переживай, напишешь сразу, даже не успеешь понять, что на все вопросы ответила. У меня по теории именно так и было. Я аж вслух сказала, и все. Я все равно теорию боюсь, вроде я прохожу все эти тесты без ошибок, вроде я единственная в группе, кстати, я вот настолько сильно зациклена на этом своем отличническом синдроме, что я единственная в группе, кто не пропустил ни одного теоретического занятия, представляете? Ну это прям, ну вообще, Саша надо мной смеется.
Вот, и я прохожу без проблем все эти тесты, ошибки не делаю, но, блин, все равно, знаете, вот почему-то очень сильно боюсь. А вдруг я что-то забуду, а вдруг меня перемкнет? Ой, а там нельзя сделать ошибки, только 2 можно. Сашенька, отключи синдром отличницы, обязательно сдашь. С первого раза мало кто сдает, обычно специально заваливают, у нас так точно. Не, специально у нас не заваливают. Я понимаю, что если ты натупил, то, ну, блин, ну что тут заваливать? Если ты натупил, значит, ты виноват, поэтому не сдал. То есть, ну, я считаю, что все в моих руках, и у нашей автошколы хороший процент сдачи с первого раза. Я надеюсь, что, ну, знаете, не то чтобы у меня прям цель сдать с первого раза. У меня цель не накосячить и быть собой довольной, а там уже как пойдет. Если вдруг так случится, что, ну, там, да, возможно, завалили. Но главное, чтобы я была собой довольна, потому что я очень переживаю, если это что-то там, как-то где-то что-то из-за меня случается, и я туплю, и я могла бы лучше, например, но ошиблась. Вот из-за этого я очень переживаю. А вот так, на самом деле, ну, действительно, не сдам с первого, сдам со второго, но, конечно же, все-таки хочется с первого. Просто потому, что у меня день рождения, мне хочется поскорее от этого отградиться. Когда я училась, инструктор говорил, что никто с первого раза не сдает, и вообще все мы дуры. А я сдала первая из 30 человек и уехала на купленной в тот же день машине. Здорово, здорово. Ну, по поводу «никто не сдает» нам так не говорят. Как-то так совершенно спокойно относятся к тому, что все возможно, можно и с первого раза сдать. Ну, посмотрим, как там будет. Ну, по крайней мере, Саша вообще у своего инструктора, у нас разные инструкторы, Саша самый лучший у него из всех учеников, которые сейчас у него есть. Он ему так сказал, ну, мной вроде тоже так нормально, вроде доволен мой, не знаю. Ну, по крайней мере, он мне говорил, что я за тебя не переживаю. Мне кажется, что фраза «я за тебя не переживаю», она о чем-то говорит, вроде как о хорошем. Добрый вечер, Сашенька, Елена, добрый вечер. Я сдала с первого раза, и проблем не было, никого не заваливали специально. Ну вот я тоже не слышала, чтобы прям вот специально валят. Мне кажется, что те, кто считают, что их завалили, скорее всего, реально накосячили, реально сделали какую-то ошибку. Возможно, она какая-то не сильно значительная, но в то же время, ну, как бы правило есть правило. Если ты что-то не так сделал, то, ну, не сдал. Саша, может, уже отвечали, сколько интенсивов вы уже провели в прямых эфирах? Ой, Татьяна, не знаю, штук, наверное, 8 или 9. Честно, я не считала. Самой интересно, сколько их было. У меня есть отдельная таблица в Google документах, куда я заношу все данные, я заношу название, даты, количество участников, я там пишу, потом, после того, как интенсив проходит, я пишу, сколько человек получили сертификаты. Как правило, это вот прям стандарт, 30% получают сертификаты. У меня был один какой-то интенсив, я не помню, по-моему, по лапопесе, что ли, там 60% сдали полностью готовую работу до конца интенсива. Вот это был прям очень крутой интенсив. А остальные вот примерно 30% довязывают до конца, то есть каждый третий. При том, что очень много человек, к сожалению, моему большому, очень много, это больше 10 всегда, я считаю, что это очень много. Просто мне в течение интенсива ни разу не написали, вот вообще. Не прислали ни одного домашнего задания, не добавились там, например, в канал Telegram, закрытый профиль, не сидят в чате, есть такие. Ну, то есть 30%, мне кажется, каждый третий, с учетом того, что многие мне вообще не пишут, мне кажется, что это хороший результат, и вы молодцы. Приветик. Сашуля, ты все сдашь, не переживай, даже не слушай никого. Не слушаю никого, но очень переживаю, но то, что сдам, я знаю. Опять же, повторюсь, не с первого, так со второго, не со второго, так с третьего, по-любому сдам и буду ездить. Самое главное, чему я научилась, и я очень этому рада, что я не боюсь. Вот не боюсь водить.
У меня как-то нет, совершенно нет этого страха. И вот спасибо, наверное, моему инструктору, что он как-то не орал, ничего такого у нас не было, чтобы могло меня напугать. Не было каких-то там ситуаций на дороге странных. Хотя в ДТП я попадала не по своей вине. Вот. Но реально мне вообще не страшно. Я могу в любое время сейчас сесть и куда-нибудь поехать. Очень хочется уже поскорее. Саша хотела бы стать одним из спонсоров, написала вам в Телеграм. Хорошо, я отвечу. Александр, Даш, сразу не переживай. Спасибо, Катя. Никому не говорите, когда пойдете на экзамен, не говорите о дате, потом уже по факту отчитаетесь. Поверьте, так будет гораздо легче сдавать. А я люблю наоборот всем рассказывать, чтобы все переживали, чтобы все мне желали там чего-то хорошего. Наоборот, так, знаете, как-то более торжественно тогда иду на какое-то такое сложное мероприятие, когда об этом рассказала всем. Не согласна, если все искренне пожелают удачи, это поможет сдать. Вот, я тоже с этим согласна. Саша у нас другая, во все эти не верит, она во все это не верит, она верит в добро и в себя. Согласна, да, вот прям четко описали. Сын сидит возле телефона и балбочет с тобой и смеется. Приветик тебе от меня! Помаши мне рукой. Так, последнюю петлю куда в горловине? Я закончила свою горловину. Конечно же, буду делать ВТО этой горловины. Конечно же, буду еще немножко паром обрабатывать. Но вот что у меня получилось. Вот такая объемная горловина. Мы отрезаем ниточку здесь. И вот как... Не знаю, может вам камеру перевернуть и показать, где мои ножнички сейчас. У нас тут совсем осталось чуть-чуть времени. Давайте, может, я вам покажу, как ее... Где тут моя? Как ее? Давайте переверну, покажу. Так, Саша, возможно, вопрос не в тему. Вы просто имеете большой опыт, и я вам доверяю. При вязании шапочек вы ориентируетесь на рекомендованные спицы, которые указаны на пряже, или берете на размеры меньше. Вообще никогда не ориентируюсь на рекомендованные спицы на пряже, всегда сначала вяжу образцы. Вот связала образцы, посмотрела, естественно, для шапок я беру чуть-чуть меньше. Но, признаюсь честно, шапки я вяжу очень мало, а гораздо больше вяжу крупных вещей. Но когда вяжу шапки, вяжу образцы, и, естественно, беру спицы чуть-чуть тоньше, чем если бы я вязала какое-то большое изделие. Наоборот, говорите нам, мы кулачки будем за вас держать. Да, скажу. Ну и, конечно, удачи вам на экзамене. Я жду поста, где вы напишите, что все хорошо и что вы сдали. Не переживайте, даже если вдруг не сдам, все равно унывать не буду, и в итоге все равно сдам. Не про сглаз я говорила, а про внутреннее волнение. Лично мне так легче. Ну вот люди разные, мне наоборот легче, когда я всем рассказала, и все вокруг знают. И я иду и знаю, что вот целая куча людей знает, значит, я должна не подвести, значит, я должна стараться больше. И вот это вот такое, вот вроде как давление, да, на себя, оно мне, на меня, наоборот, оказывает хорошее, благоприятное действие, и я стараюсь лучше. Так, сейчас еще раз переверну и покажу. Тут осталось совсем немножечко. Вот изнаночная сторона моей горловины. Блин, успели я? 1 минутка осталась. Если что, может переключить лучше на новый прямой эфир. Вот, смотрите, моя... да, вот это вот моя ниточка. Вот она у меня сейчас чуть-чуть еще повыше подниму, девочки, на ютубе совсем не видно будет. Вот моя ниточка, видите, здесь хорошо видно цепочку из вот этих лицевых петелек. И вот здесь она у меня продолжается. Я вставляю вот в эту последнюю петельку крючок, вот так, сразу за 2 дужки. Подхватываю эту ниточку, вывожу, подтягиваю и дальше вставляю в дырочку вот эту вот в лицевую предыдущую петельку, то есть она у меня последняя, это первая, а вот вставляю я в последнюю. Крючок у меня очень толстый для этой, конечно, цели. Очень толстый. Давайте я, может, тот, который у меня потоньше, возьму. Вот, вставляем мы в серединку нашей последней петельки.
Вот эту ниточку я беру, вот мы вставили крючок в последнюю петельку, в серединку. Беру я ниточку и вытягиваю ее в эту петельку. Вот смотрите, у меня получается тут лицевые петельки, здесь лицевые петельки. И я сымитировала еще одну лицевую петлю. Я ее подтягиваю. И вот у меня получается незаметный переход на изнаночной стороне. Потом ее я спрячу вот сюда. Вот сейчас покажу горловину. Спасибо за ответ. Да, я почему-то уверена, что все будет хорошо. Вы очень старательная. Спасибо. Для мужского свитера классно такую горловину должно быть. Да, да, да. Вот для жилета, кстати, еще очень неплохо. Вот что получилось. Она действительно объем. Нет, это спинка у меня. Подождите, где у меня вперед? Вот, наоборот. Она действительно получается объемная, вот такая. Я ее еще приглажу немножечко. Сделаю ВТО, естественно, разложу аккуратненько. Вот так она выглядит. И видите, тут по изнаночной стороне у нас идеальная косичка со всех сторон. Выглядит очень здорово. Все, осталось 24 секундочки. Я выключаю видео. Всем пока. Завтра будем сшивать наш свитерок. Вот такая горловинка у нас получилась. Все, всем пока, до завтра.